Привет, друзья! Сегодня хочу поведать вам достаточно интересную и немного шпионскую историю, которая тоже связана с замками и механизмами секретности. Сразу говорю, что всю информацию для этого видеоролика я собирал из нескольких интернет-источников, а не от первоисточника. Поэтому вполне вероятно, что где-то что-то я мог напутать, но в целом все должно быть верно. Небольшая предыстория. Как вы знаете, в каждой более-менее значимой стране мира есть наше посольство. Ну и было раньше. Что такое посольство? Это отдельное здание со штатом наших сотрудников, призванных решать задачи определенной государственной важности. Но посольство, по нормам международного права, это неприкосновенная собственность одной страны на территории того государства, на котором оно находится. Поэтому зайти внутрь и начать что-то требовать от сотрудников посольства, например, СССР, даже если оно находится на территории Вашингтона, сотрудники принимающей страны не могут. Тем не менее, деятельность посольства всегда вызывала интерес спецслужб той страны, на территории которой оно находилось. Кто-то рыл под посольством подкопы, кто-то придумал новые хитроумные жучки для получения разведданных. Деятельность посольства всегда связана с заполнением рапортов и докладов, то есть заполнением и получением большого количества бумаг государственной важности. Наверняка многие из которых значатся под грифом «совершенно секретно». Понятно, что такие бумаги должны храниться в сейфах, но как обеспечить сохранность информации внутри, особенно в заведомо недружественной стране, которая одну за одной по всему миру испытывает сначала ядерные, а потом и термоядерные заряды разных мощностей. Теоретически можно привезти сейфы в посольство со своей родины. Но возникает ряд сложностей как с перевозкой, так и с дальнейшим обслуживанием изделия. Другим вариантом является покупка сейфа на месте, в стране пребывания, что снимает некоторые сложности с перевозкой и обслуживанием. Но как быть уверенным в том, что добрые, улыбающиеся люди, окружающие тебя вокруг, не получили заранее дубликаты всех ключей от сейфов? Ведь в рамках государственной безопасности правительство для этого может потратить практически любые средства. Поэтому наши конструктора советского времени разработали специальный замок-накладку для посольских служб. Его задача – исключить чистое вскрытие сейфа и компрометирование документов и ценностей, которые лежат внутри. Замок представляет собой защитное изделие, которое монтируется на дверку сейфа, закрывая его ключевую скважину. Устанавливалась накладка достаточно просто. Для этого требовалось лишь просверлить 4 отверстия и нарезать в них резьбу. После чего на винты эта накладка перезамочной скважиной крепилась, и, собственно, закрывала. Весь корпус замка, а также подавляющее большинство деталей, по всей видимости, было изготовлено из нержавейки, то есть тяжело обрабатываемого материала с высокими антикоррозийными свойствами. Многие сейчас воскликнут, что накладку можно на раз сбить кувалдой. И я с ними соглашусь, но задача накладки – препятствовать системному, негласному сбору информации внутри сейфа. Потому что в случае вандализма внутри посольства, его деятельность по понятным причинам будет полностью свернута. Насколько мне удалось понять из видео американского сервисмена, который обслуживает сейфы и который, кстати, называет этот замок-накладку Russian Lock. Этот замок комбинированный и состоит аж из 3 механизмов секретности, которые зависят друг от друга: дискового, штифтового и кодонаборного. В передней части замка, та, которая располагается ближе к пользователю, располагается набор дисков, обеспечивающий секретность механизма дискового типа. В задней противоположной части располагается штифтовой механизм с 6 парами кодовых штифтов. 3 плюс 3, проверяющих нарезку ключа ближе к стенке сейфа. Открывание замка осуществляется следующим образом. Ключ вставляется в ключевую скважину и позиционируется по центральному отверстию на пальце. Далее последовательно будем набирать циферный код замка. На видеоматериале, который я использую для демонстрации, установлен код 1, 2, 3, 4, 5, 6. А набор кода происходит следующим образом. Сначала первое число кода, то есть единичка, и возвращение на плюсик. Затем второе число кода, опять возвращение на плюсик. Третье число кода,
вновь возвращение на плюсик и так далее. Если я правильно понял, этими движениями мы по очереди выставляем каждый из дисков кода наборного механизма на угол нарезки секрета, который ему соответствует. Тем самым каждый диск проверяет конкретную нарезку на ключе. В случае, если нарезка секретов под дальние штифты на ключе также имеет нужные высоты, ключу разрешается повернуться по часовой стрелке еще на некий угол, после чего освобождается ход крышечки, и мы ее можем открыть. То есть открыть тем самым ключевую скважину уже на сейфе. Удивительно, но этот сложный механизм содержит еще и функцию перекодировки. То есть кодовую комбинацию замка можно было сменить. Выполнялась она следующим образом. На открытом замке откручивались винты крепления цилиндра в корпусе, после чего цилиндрическая часть замка вынималась. Далее снимаем втулку, после чего еще одну защитную втулку кодового механизма. Далее нам необходимо снять диски и прокладочные шайбы, для того чтобы увидеть, что на каждом диске выбиты цифры. Каждый диск состоит из двух частей, соединяющихся зубчатой гребенкой. И для того, чтобы поменять код каждого диска, нужно цифру внутреннего круга выставить напротив выступа внешнего круга. И так для каждого числа. Вот такая интересная штука, друзья. Производили этот замок вроде как на каком-то оборонном предприятии под Калугой. Другие источники говорят, что производство было расположено якобы где-то под Москвой, а в начале 2000-х годов якобы, опять же, этот замок можно было купить еще и у них, и на выставках за сумму где-то в пределах 70 тысяч рублей. Несколько лет назад, когда я интересовался этим замком, я отсылал электронные письма потенциальным производителям, которых, опять же, удалось найти в сети с целью сотрудничества. Ну, типа, вы мне замок, а я вам статью или видеообзор. Но ответа уже ни от кого не получил. Есть что добавить по рассмотренному замку? Обязательно делитесь информацией в комментариях под этим видео. Ну а если я где-то ошибся, обязательно поправляй там же. Мира и достатка вашему дому, друзья. С вами был Владимир Ключник. До новых встреч.